Порой очень сложно ориентироваться на местности, на которой нет зоны покрытия сети, то есть не ловит интернет, ты не можешь посмотреть на карты, ты не можешь даже понять приблизительно, где находится твоя цель. В таких местах смотрите, какая яма. Это вот очень опасная яма, можно запросто сломать себе ногу. Это может быть какой-то столб, раньше был, его выкопали, либо это работа черных копателей, которые искали металл или какие-то драгоценности, монеты, может. И, соответственно, натыкаешься вот на такие вот тропинки, они уже заросшие. Может быть, иногда какие-то люди ходят здесь, или это звериная тропа, может быть, так сразу не определить. И пытаешься пройти по ним, посмотреть, что же будет дальше, что же тебя ждет. Но я уже вижу крышу домов, точнее 3 крыши 3 домов. Я предполагаю, что это более уцелевшая часть деревни. И может быть сейчас получится найти что-то более-менее уцелевшее и опять-таки окунуться в историю. Поскольку место сильно заболочено, здесь очень часто можно встретить маленькие озера, маленькие водоемы. Они очень красивые, живописные и уже возвращают свой первозданный внешний вид. Что примечательно, как раз таки около таких озер и водоемов строились деревушки, которые на сегодняшний день заброшены и которые я осматриваю и посещаю. Очень красивые, тихие места, вдали от людей, вдали от цивилизации. Жаль, что все это покинуто, что все это брошено и никому не нужно. Я наконец-то вышел на нормальную дорогу. Что я вижу? Еще одна деревенька. Судя по занавескам на окнах, эти дома еще не разграблены и не размародерены. Причем их, видимо, кто-то посещает, потому что я даже вижу, что есть тропинки протоптанные к некоторым домам. Сейчас я пройду всю эту улицу до конца и попробую посмотреть, какой дом можно проникнуть, точнее просто войти, если он не заперт, а в какой дом входить нельзя. Все-таки нужно уважать чужое имущество, чужую собственность. Я вхожу только в те дома, двери в которые открыты. Я в поисках залаза в этот дом. Для начала, конечно же, хочется посмотреть. А дом-то не пустой. Что-то в нем есть. Так, это может являться входом. Дверь уже открыта. Но на внешний вид все выглядит уныло. Дом полупустой. Единственное, что радует, это кровля в хорошем состоянии, в относительно хорошем. Опять какие-то атрибуты для быта. Вижу чердак. Наверное, нужно будет его посетить. Однокомнатный дом. Тут интересная находка. Это же керосиновая лампа. Ничего себе. Как ее еще здесь не украли? Не увели никуда. Целая? Ржавая, правда, но это все поправимо. Положим все на свое место. Современная бутылка пива, банка или как, саморезы, кусок изоленты,
Какие-то металлические непонятные приспособления. И здесь 3 сундука. Что интересно в этих сундуках? 4 даже. Это опять-таки, это для пасеки. Да, это все опять для деятельности пчеловодов. Ну-ка. Да, здесь то же самое. Здесь все для деятельности пчеловодов. И эти штучки тоже для пчеловодов. Я тут, кстати, недалеко видел пасеку. Явно действующая. Видимо, хозяева этой пасеки посещают это место, используют его в качестве какого-то приюта. Может быть, даже готовить пищу здесь. Да. Масло подсолнечное. Вполне современное. Но, к сожалению, кроме этой интересной керосиновой лампы. Еще вот этот не смотрела. То же самое, атрибуты для пасеки. Пропустил какие-то ремешки тканевые, это кожаные. А вот это для чего, интересно? Что-то здесь процеживали, что ли? Или, может быть, пасечник здесь спал и укрывался от мошкары? Капкан! Да, это же капкан. Нужно быть поаккуратнее в этих местах. Наступить в капкан мне не хочется. Опять-таки деревянные ведра. Это все пустое. Какие-то инструменты, приспособления, рубанок. Современный какой-то фитинг для водопровода. Так, меня интересует чердак. Это выглядит вполне надежно. Сейчас я сниму свой рюкзак. И заберусь на чердак. Что я вижу на чердаке? Опять-таки деревянные эти ведерки. А это что? А это что такое? Это же самодельный протез. Почему, когда я нахожу что-то жуткое, сразу какой-то звук слышится? Это самодельный протез. Очень старый. Коробка из-под радиоприемника. И все. Больше на чердаке, кроме этой жуткой находки, больше ничего нет. Но это действительно выглядит очень как-то удручающе. Еще один дом. Снаружи он неплохо сохранился. Я вижу, что даже занавески есть на окнах. Мне кажется, стоит поискать сюда вход. Может быть, среди этой поросшей крапивы я найду открытую дверь. Вот такими вот сенями встречает этот дом. Точнее, пока еще его придомовая территория. Что я вижу? Санки, самодельные деревянные санки.
Это что, какая-то бадья из дерева, деревянная. Это чердак. Я думаю, там пусто, ничего интересного нет, кроме какой-то самодельной грабли. Ага, вот это я пропустил. Керосиновая лампа. Классно. Это, видимо, какой-то курятник или хлев для домашних животных. Дом-то не разграбленный. Мародеров здесь не было. Практически все на своих местах. Такое чувство, что люди уехали отсюда совсем ненадолго. Так, паутина. Это помещение погреба, в котором абсолютно пусто. Опять-таки деревянные ведра. Они настолько антуражны в своем исполнении. Это, видимо, были емкости для хранения корма для домашних животных. Здесь я уж смотреть не буду. Тушка. Ничего. Еще одна какая-то сделана из бревна, из пенька даже, может. Ведерочка. Мех, шкура. Шкура какого-то зверя. Что это за зверь? Может быть, барашек? Крылечко покосилось. А вот и вход в сам дом. Ну, здравствуй. Дом, милый дом. Волосы. Это что, парик? Чей-то парик. Молоточек. Какие-то тряпки. Здесь пусто. Здесь тоже пусто. Закранка ковров. Бидон какой-то интересный, алюминиевый. Еще одна бочка деревянная. Ага, здесь хранилась мука. Пакеты. Чья-то одежда. Или что это, просто тряпки? Зачем здесь собирали тряпки? Нет. Здесь чья-то одежда. На окнах решетки. Дом какой-то охраняемый. Открывать все пусто. Ну-ка, а что в этом бабушкином сундуке? Ну, здесь какие-то паласы. Опять-таки ткани. Какие-то маленькие коврики. Что дальше? Какой-то интересный подъем на печь. Как обычно на печи гора обуви. Какие-то дощечки. Это, видимо, зал. Медицинская кушетка. Просто диван. Вот это интереснее уже. Так. Спицы, видимо, для вязания.
Журнал «Работница». Какого года? 86-го. Сентябрь 86-го года. Довольно-таки старый журнальчик. Здесь у нас одежда. Обувь какая-то женская. Ампулы. Так, а почему здесь решеток нет? Почему на этих окнах нет решеток, а на этих окнах есть решетки? Это же ленточный магнитофон. Вот на этих лентах хранилась аудиодорожка. Вставлялась сюда и воспроизводилась, как называется, Сатурн 201. Довольно-таки старая вещичка советских времен. Так, это телевизор Юность 406В в разобранном состоянии. Кстати, это лента Сатурн тоже в разобранном состоянии. Здесь какие-то перчатки, старая какая-то ерунда. Посмотрим, что у нас на кухне. Вокруг дома ничего не происходит. На кухне порядок. Спички. Это что? Сахар. Да, видимо, сахар. Так, здесь две печи. Что это? Это печь для готовки, а это печь для обогрева дома. Может быть. Это средство для бритья. Лезвие. Даже дровишки заготовлены. Дом свободен. Живите кто хотите. Так, это, видимо, был уголок, где должна была стоять икона. А иконы здесь уже нет. Домик маленький. Все его достопримечательности я осмотрел. И предполагаю, что можно его уже покидать. Потому что я видел здесь еще пару домов. Вполне интересных. И тоже визуально хорошо сохранившихся. А я тут не был. Это туалет. А вот это вот. Охренеть! Охренеть! Это же мотоцикл. Это же мотоцикл. Охренеть! Какие в последнее время богатые на находки. Деревни мне попадаются. Это же мотоцикл с люлькой. Вот это находка. Мотоцикл. Ишь. Правда, он без мотора. Видимо, мотор сломался, поэтому мотоцикл здесь остался. Обалдеть, с пробегом 10 805 километров. Мотора только тут нет от этого мотоцикла. Мотоцикл есть, а мотора нет. Вот, еще одна керосинка. Но мотоцикл это, конечно, вещь. Сразу вспомнил. Это детский запах из детства. Запах выхлопа таких мотоциклов старых. Она работает.
Это керосиновая лампа. Все еще работает. Ну что ж, пожалуй, на этом осмотр дома я и закончу. У меня обалденная находка. Я нашел еще один мотоцикл. Просто глазам своим не верится. Этот край просто супер богатый на находки. Я прощаюсь с этим местом и прощаюсь с вами.